А что если я начну вновь все сначала, но с небольшим условием? 50 дней мне предстоит провести под землей. Никакого солнечного света, только камни, пещеры и все, что находится под самой землей. Дерево мне не добыть, доски будут ограничены, еды нет. Как выжить в этих условиях? Кажется, у меня есть план. Это будет интересно. День первый. Повезло мне провести первый день в этом месте, но как я сюда попал, не помню. Хорошо, рядом заброшенная шахта, есть хоть немного досок, на верстак точно хватит. А вот криперов встретить это не так хорошо. Поднявшись наверх, я увидел спаунер с ядовитым пауком, но никто не заспаунился. Похоже, освещения от недалеко находящейся лавы было достаточно. Справа был тупик, я еще раз проверил, не спавнятся ли пауки, и добыл первое деревце. А вот и верстак. Досок хватило скрафтить палки и деревянную кирку. Я добыл камушка и обновил кирку. В лазурите еще не было необходимости, а вот железо я добыл. Целых 4 штучки получилось. Пришло время разобраться с теми самыми криперами. Правда, один решил мне тут навести красоту. Еще мне нужно каким-нибудь образом сделать кровать. С этим мне поможет нитки. 4 штуки вместе создают одну шерсть. 3 шерсти и 3 доски равно кровать. Мне повезло, что я в шахте. Сейчас все спокойно, но впереди нас ждет большой экшен. Я добыл еще железо и, кажется, нашел уютное место, где можно обосноваться. Оказывается, забор можно использовать как топливо. И вот первое железо. Я решил сделать первым делом железный нагрудник. Заодно я вновь прокачал кирку. Да и чтобы дать монстрам достойный отпор, я буду использовать щит. Кажется, забирать лаву было большой ошибкой. Для кровати мне не хватало всего один блок шерсти, добыть недостающие куски ниток не составило труда, но как только я увидел эндермена, понял, делать тут больше нечего. Кровать я сделал, однако поспать не смог. Я все-таки решил подойти к эндермену, и оказалось не зря, он меня привел к залежи угля. Теперь и мне стало лучше видно, и у вас картинка стала намного ярче. Ближайшую территорию я осветил, затем немного добыл железа, и тут как вдруг ко мне пришел злой паук, испугал он меня очень сильно. 2,5 хп, и тут у меня новая проблема, еды просто нет абсолютно. И кстати, зато я добыл много железа, хоть есть какие-то плюсы. Этот зомби каким-то образом смог меня ударить, и теперь у меня всего 1 хп. День второй. Осталось еще 49 дней, с одним хп надо что-то делать. Не забывайте, игра слышит вас, и тут она дала мне возможность жить. Я выкопался к огромной пещере с водой. И тут же у меня сломалась каменная кирка. Я взял новую и, к моему удивлению, смог лечь поспать. Второй день пролетел очень быстро. День третий. Удочка не так крафтится, стоп. Вот, другое дело. Думаю, вы понимаете, пришло время порыбачить. Ну а вернувшись, я первым делом, конечно же, лег поспать. Четвертый день. Хотя у меня и 1 хп, и рыбку я уже немного поймал, я думаю, стоит еще немного половить. Иглобрюх пойман, но это мне не нужно. А вот треска самое то. Это даже не рыба, вы издеваетесь, что ли? Плюс еще одна рыба. Пришло время отправить на готовку лососей, а мне пора одеться в полную железную броню. 3 лососей оказалось достаточно, чтобы восполнить голод. Забавно, что в этом маленьком блоке воды можно поймать треску. Тот самый лазурит, который мы видели в начале, можно и поспать. День 5. Пришло время изучать эту водную пещеру. Ладно, алмазов мне еще будет много. И вот, кстати, мои первые 4 алмаза. А самое главное, я добыл большое количество угля. 6-й день. С алмазной киркой станет все намного проще, однако весь день я провел у своего небольшого пруда. Нужно было пополнить запасы еды. День 7.
Я немного почистил свою шахту, затем немного покопал вниз. Нашел железо и исследовал очень маленькую пещерку. А еще в совсем другой части погулял по шахте, но ничего толкового не нашел. 8-й день. Я прислушался и услышал поблизости какого-то скелета. К счастью, я смог на него выкопаться и с ним разобраться. А еще наконец-то избавился от ядовитого спаунера. Теперь-то паук точно никак не заспаунится. Честно сказать, мне очень повезло выкопаться на эту пещеру, а больше всего я обрадовался выйти прямо на алмазы. 2 штучки теперь у меня. День 9. Я вновь спустился в эту пещеру, решил немного почистить местность, добыл железо и листвы. И в этот момент меня осенило. С этой травы выпали семена пшеницы, а это значит, вопрос с едой будет решен на 100%. Хотя рыба тоже довольно вкусная, пшеницу намного проще вырастить в большом количестве. Я еще здесь походил и... Ох, зря я не пошел к этому зомби сейчас. Эта дорога привела бы меня к такой редкой штуке, но об этом позже. Кстати, у вас есть догадки? По возвращении уже можно сказать домой. Это теперь мой дом на ближайшие 40 дней точно. Я, конечно же, долго не думая посадил пшеницу. Ждем, когда вырастет. У меня было немного костной муки, с ее помощью я смог еще увеличить поле пшеницы. А после я открыл для себя новую шахту, точнее продолжение старой. Первым на моем пути был зомби, затем паук и еще один зомби. Шахта оказалась довольно большой, и я даже смог встретить крипера с эндерменом, но после как не насладиться сном на приятной кровати. 10-й день. 1/5 выживания уже пролетело. Самое время исследовать шахту по полной. Разбираемся с крипером, встречаем спаунер зомби. Забираем вкусняшки, и за все время у меня уже накопилось больше 10 костей скелетов, а это целых 42 штучки костной муки, поэтому проблем с хлебом у меня точно не будет. Я выдвинулся исследовать дальше, и одна из дорог привела меня сюда. Удивительное место, окруженное красотой таких пещер. Здесь я добыл железо и лазурит, а еще нашел такой сундук. Вернуться проблем не было, зато я понял, что в шахтах я провел целые сутки, поэтому сейчас уже новый день. День 11. Я взял и выкопался в шахту, а еще взялся за переделывание моей комнаты. Теперь ее размер увеличился, внешний вид преобразился. День 12. Вообще на это ушло 2 дня, и теперь это выглядит прилично. Ну а в начале 13-го дня я сделал удобную лестницу, которая ведет как раз к шахте, которую я недавно нашел. Я в ней погулял, вернулся и поспал. День 14. Я отправился в водные пещеры добыть угля. Уголь — это единственное качественное топливо для моей печки на данный момент, поэтому я добывал его как можно больше. На 15-й день я решил увеличить мою ферму пшеницы. Я думаю, в будущем у меня будет нормально так хлеба, но если что, всегда можно вновь расширить эту ферму и сделать новую. 16-й день я решил начать с копания небольшого туннеля вниз, ну а после весь вечер я просто ловил рыбу и все. 17-й день я потратил на вновь исследование шахт. Мне попадалось много разных ресурсов, а еще я наткнулся на спаунер паука, но сам паук дотянуться до меня не смог, а так пытался. Я поймал дзен, и поспав я снова сюда вернулся. На этот раз я не сражался с пауком, а просто мирно добывал уголь. Но пауки не хотели от меня отставать. С тем спаунером я разобрался, а с этим еще только предстояло. Ну и с ним не понадобилось много труда. А еще после один спаунер я решил просто снести. Пора возвращаться домой, но мимо железа просто пройти нельзя. Также я обязательно добываю дерево, если забыли, напомню, оно у меня ограничено. День 19. Я сделал стойку для брони, а еще один сундук, в котором у меня будут лежать все мои драгоценности. Тем временем поле пшеницы растет не по дням, а по минутам, что не может меня радовать. И как обычно, копая вот такие туннели, я наткнулся на продолжение моей шахты. Здесь меня уже, похоже, дожидались 2 крипера, но дорогу я им перекрыл. Подождут еще немного. Парни, я разберусь с вами по одному. А пройдя чуть дальше, меня встретил местный хулиган – Скелетон. За углом же меня поджидал его большой злобный брат. Кстати, с него выпал лук. Теперь становится все понятно. Здесь был спаунер скелетов, что очень редко встречается по шахтам Майнкрафта. Пройдя еще дальше, я увидел мною поставленный же факел. Значит, я тут был. И да, это оказался спаунер с теми самыми пауками. Только что тут забыли 3 скелета, остается загадкой. Вот уже и часть пшеницы выросла.
Время сна еще не подошло, значит пришло время лутать шахты. Кстати, я еще раз нашел продолжение моей шахты. Хорошо, что это оказалась просто пещера, зато в ней был зомби-крестьянин, а пещера вела в тупик. Наконец я смог поспать, и наступил 20-й день. Пришло время исследовать ту часть нижней пещеры, про которую я вам говорил пару минут назад. Случайно я упал прямо к криперу, но спасибо большое щиту, который испытал весь негатив крипера на себе. Каково же было мое удивление, куда вела одна из дорог. И та самая штучка, про которую я вам говорил, это дворец испытаний. Дворец испытаний в одном из своих видео и в этом мире я уже лутал, и причем не раз. Тогда я потратил очень много времени, чтобы получить булаву. Вот ссылка, кстати, будет в описании, но найти это чудо-творение я все же был рад. Скоро мы зайдем в гости и дадим всем бой, а сейчас есть дела поважнее. Но все же посмотреть одним глазком на него мы можем. Для сражений в эту минуту броня у меня не самая топовая, поэтому увидимся точно позже. Но теперь я могу в него попасть всего за пару секунд. Я сделал дорогу прямо под моим домом. День 21. Самое время сделать нормальную дорогу к дворцу испытаний. Теперь можно спокойно вылезать и заходить. Еще ставим ступеньки по всему спуску и можем поспать. 22 день. Начал я с просмотра моей фермы. Все собрал, и в итоге пшеницы хватило на создание 6 хлеба. Но только одним хлебом не наешься. Тем более скоро нас ждут новые приключения. А еда для этого точно понадобится. Поэтому старую добрую рыбалку никто не отменял. На ловлю рыбы ушел весь день. 4 трески, 4 лосося считаю неплохо. Кстати, еще и 23-й день наступил. За это время пшеница еще подросла. И чуть-чуть пополнила меня. Точнее, мои запасы. Конечно, одно поле пшеницы хорошо, а два еще лучше. Выкапываем территорию, не забываем поспать. Еще берем немного земли, вспахиваем и садим семенами. Мы увеличим производство вдвое. Экстенсивный рост, что еще сказать. У меня есть семена свеклы и тыквы. Думаю, вот эти две небольшие комнатки подойдут. Теперь посажены, let's go дальше. 25-й день, почти половина пройдена. А какие будут приключения дальше? Большие пещеры, дворец испытаний, алмазы, строительство, страх. Фух. Еще много приключений впереди. Пришло время отправиться исследовать пещеры. Конечно, меня больше всего интересуют алмазы, но и другие драгоценности я тоже возьму. Скрытая пещера, похоже, ждет нас здесь. Посмотрите на ее размер. Конечно, в ней очень много монстров, а там виднеются и алмазы. Целых 7 штук, и вы только посмотрите. Я с каким-то образом собрал целых 5 криперов, офигеть. На моем опыте это впервые. И сразу всех одним ударом, это вообще отлично. Это, кстати, не единственные алмазы, которые я нашел. В воде было еще несколько алмазов, а также я добыл обсидиана. Крутые зачаренные вещи, ждите меня. Еще 2 алмаза на вершине пещеры, и без проблем я смог вернуться обратно домой. День 27. Алмазные накрутники, алмазные поножи теперь со мной. Я решил навести порядок в моей берлоге, и всюду и везде прибавил декорации. Дизайнерский взгляд меня не подвел, хотя я совсем не художник, скорее я творец. На удивление это заняло всего 2 дня. А нет, стоп. Это заняло целых 3 дня. Но внешний вид мне уже очень нравится. Начало 30-го дня я вновь потратил на добавление каких-то мелких деталей. Также я увеличил ферму свеклы и тыквы, поспал и продолжил все улучшать. Без шуток, на это уходит очень много времени. Вот я только что поспал, а уже вновь снова лег. День 32, а значит пришло время сменить вид деятельности. Этот день я проведу в копании туннеля. Так я выкопался на комнату пауков с 2 сундуками. Обычно 2. А конкретно сейчас мне повезло посмотреть всего 1 сундук. Зато сокровищница порадовала меня золотой конской броней и пластинкой 418 Кэт. Вот только осталось где-то найти седло, и можно будет спокойно приручить лошадь. Еще я выкопался в пещеру с такой красотой. Гуляя по ней, я все больше узнавал ее тайны и осознавал величину ее размера. Кстати, смог без проблем вернуться обратно в свой туннель, где до дома осталось добраться всего ничего. День 33. Я немного освободил инвентарь и решил продолжить свои приключения в туннеле размером в 1 блок. Довольно быстро я вновь выкопался в новую пещеру и быстро залутал ее. 1 аксолотль был успешно взят домой. Вернулся же я необычным образом. Пещера привела меня ко дворцу испытаний. Похоже, игра так и хочет, чтобы я поскорее его прошел. Сначала я просто заглянул в гости и вышел. Но потом, попутно прокопав аметистовую же воду, я все-таки зашел во дворец, но только чтобы поскорее вернуться домой. День 34, но скорее уже вечер, ведь я вернулся почти тогда, когда можно было ложиться спать. Я немного успел порыться в сундуке, также разложил все ресурсы и отправился отдыхать. День 35. 35-й день был очень интересный. Я занялся фермами как следует. Не просто собрал, а еще поменял стены. Каменные кирпичи смотрятся здесь как надо. На 36-й день я отправился вновь копать шахту. Иногда они были очень большого размера,
а иногда алмазы смотрели прямо на меня. Тем не менее, в пещерах было все равно темно и опасно, но это не помешало мне вернуться домой. День 37, и даже спать не пришлось. Я еще не полностью доделал стены вокруг ферм, а еще меня ждал потолок. В общем, заняться было чем. 2 дня мгновенно пролетело, но внешний вид стал однозначно лучше. В начале 39-го дня я добавил освещение в ферму с помощью фонарей. Еще попутно собирал урожай. Также я сделал небольшие заборчики. Калитку я сделал из бамбука, вот только его количество у меня было ограничено. Я продолжил улучшать внешний вид моей базы и наводить в ней порядок. Незаметно для меня еще и прошли 39-й и 40-й день. Хопа, про это тоже не забываем. Дамы и господа, время пришло, я готов идти во дворец испытаний. Комплект новой брони при мне, лук есть, щит при мне, меч с собой. Самое главное не промахнуться. Let's go! Как я уже сказал ранее, в одном из своих видео я уже был во дворцах. У меня есть колоссальный опыт. Но сейчас совсем другое видео, другие условия и место. Но это все равно будет незабываемо. Это нарезка специально для вас. День 43. Мне повезло найти бамбуковые доски, а значит калитки для фермы я смогу доделать полностью. Не раз у меня уже был полный инвентарь. Ресурсов дворец испытаний мне подогнал довольно много. К вечеру я все раскидал, поспал, и в новый день я принялся за новые дела. Теперь, благодаря добытой во дворце книге на шелковое касание, у меня есть супер-пупер кирка, как ни странно, на шелковое касание. А еще на ботинки я наложил невесомость 4, лишь бы не соскочили. Я попробовал покопаться, и действительно с новой киркой стало намного удобнее. На этом моменте я почувствовал лучи солнца, увидел небо, оно казалось находится так рядом, там еще были деревья. Их я тоже довольно давно не видел, именно в таком состоянии, которых мы привыкли видеть, а не просто в шахте. Конечно, я не поддался соблазну, но на поверхность, скажу честно, мне уже очень хотелось. Шучу, впереди еще 7 дней, и у меня есть много дел. Я выпил зловещее зелье, и с его эффектом зашел снова во дворец испытаний. Моя очередь навести тут порядок. Хотя мобы и усилились, морально я был здесь сильнее всех. Зловещие ключи испытаний выпадали на ура. Мобы пытались пробить мою защиту. Я же открывал зловещие хранилища. Получался такой своеобразный круг жизни. Дворец испытаний я прошел. 48 дней позади. Навершие булавы мне не выпали. Какие-то лайфхаки я не попробовал, хотя я их уже и видел. Выбить у меня их не получилось, но не беда. Самое главное, это еще 2 дня. Обсидиан я копал как раз для этого случая. Вуаля, и портал в Незер готов. Оформить я постарался его тоже очень красиво. Я считаю, мне очень нравится. Ту самую область, которая давала возможность мне зайти в воду, я тоже изменил. Скорее придал ей красок. Давайте назовем это Нарнией. Хотя для Нарнии у меня есть другое местечко. Кстати, помните, с этого места я получил первую пищу. День 49, и давайте скажем сразу 50-й. Есть еще одно событие, которое я не воплотил. Это вход в мою пещеру. И у меня есть отличная идея. 5 на 5 и высоту всего блоков 60. Получится вот таким волшебным образом такой вход. 50-й день, я выбрался. Ура! Свет. О да, у меня получилось. Не может быть. No way. Наконец-то. На это ушло всего 50 дней. Но это реально было незабываемо и очень интересно. Окей. I am so excited. Thank you so much. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео. Это целая история, которую я точно не забуду. Чуть не забыл про Нарнию, и вы можете посмотреть, что все это время вот здесь был мой, как сказать, небольшой секрет. И это действительно секрет. Но это уже совсем другая история. Если хотите, я вам могу рассказать. Но на этом все. Подписывайтесь. И серьезно, просто подпишитесь, и я сделаю еще такое видео.